Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт горішків на ніжному пісочному тісті, яке потім стає м'якеньким, із шоколадною начинкою. Гадаю, такого ще не готували. В первую очередь приготовлю ганаш. Он должен 4 или 5 часов отстояться в холодильнике. Понадобится 150 грамм шоколада, содержание какао 70%, 30 грамм сливочного масла и 130 грамм жирных сливок. 33%. Шоколад у меня вот такой. Он есть во всех магазинах европейских товаров. Можете взять любой шоколад, только с высоким содержанием какао. Но из-за его качества масса может получиться неоднородная. Это не страшно, я потом в процессе приготовления об этом расскажу. Измельчила ножом. Чем мельче, тем лучше, быстрее растает. Можно натереть на терке. Добавляю сюда сливочное масло. И сливки взвешиваем 130 грамм. Делаю маленький огонь и постоянно помешивая, растапливаю шоколад. Можно это сделать и на водяной бане, но будет немного дольше, или в микроволновке короткими импульсами. Тает он быстро, можно огонь уменьшить еще до минимального. Но еще выбирайте правильно посуду, берите с толстым или двойным донышком. И когда остаются самые маленькие кусочки шоколада, выключаю огонь и на горячей плите продолжаю подогревать до полной однородности. Видно, что она не горячая, масло еще продолжает таять. Масло берите тоже вкусное, хорошего качества и высокой жирности. Посмотрите, какая красивая, однородная, глянцевая получается масса. Все, масло полностью растаяло. Снимаю с плиты. Переливаю в миску. И если вы видите, что шоколад у вас полностью растаял, но масса неоднородная, пробейте погружным блендером. Сливки и шоколад обязательно соединятся, и она станет такая же гладкая и глянцевая. Я говорила, все это зависит от качества шоколада. Поэтому не пугайтесь, если шоколад остается хлопьями, хорошо пробейте погружным блендером. Накрываю пленкой в контакт и ставлю в холодильник минимум на 4 часа. А это те продукты, которые понадобятся для теста. Точное их количество, как всегда, укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. Здесь у меня одно среднее яйцо и 50 грамм майонеза. Просеянная мука, и буду соединять ее с крахмалом, чтобы тесто получилось более нежное, нежно-песочное. И лучше добавлять не сахар, а сахарную пудру. Сахар надо доводить до полного растворения, а с пудрой замешивается быстрее. Также понадобится сода, уксус. Я покажу, сколько соды в чайной ложке. И сливочное масло. Я его пока не достаю из холодильника, чтобы оно не согревалось. Так, яйцо и майонез у меня только из холодильника. Все продукты должны быть холодными. Сразу подготавливаю сухие. К муке добавляю крахмал, обязательно просеивая. Смотрите, как он хватает влагу, комкуется. Все эти комочки надо разбивать. Сюда же соду 2,5 грамма. Вот столько в чайной ложке. Не косите ее предварительно уксусом, иначе реакция пойдет раньше, чем надо, и она потеряет свою силу. В тесте будет кислая среда, и она обязательно погасится. Не почувствуете ни запаха, ни вкуса. Охлажденное сливочное масло натираю на крупной терке. Можете заменить сливочным маргарином или же спредом, но их жирность тоже должна быть не менее 72%. И натертое сразу же перемешиваю с мукой, чтобы оно не комковалось. Еще немного измельчаю скребком. Сюда же просеиваю сахарную пудру. Добавляю хорошую щепотку соли. Если замешиваете на маргарине, то соль можете не добавлять или небольшую щепотку. По желанию можно ванильный сахар. И перетираю все это до мелкой крошки. Старайтесь как можно меньше тесто замешивать руками. Не согревайте масло, одевайте перчатки или перемешивайте скребком, ножом, чтобы масло не таяло. Вот такая должна получиться крошка. Мелкая, сыпучая. Яйцо и майонез перемешиваю до соединения. Добавляю десертную ложку уксуса или лимонного сока. Я говорила, в тесте будет кислая среда и сода погасится. Майонез тоже содержит кислоту, плюс уксус. Так что не переживайте за запах и вкус соды.
Добавляю к сухим продуктам, сразу перемешиваю вилочкой, потом скребком. Купите себе вот такой вот скребочек, который повторяет форму миски. Им очень удобно замешивать тесто. Так, почти вся мука увлажнилась. Вот теперь домешиваю руками. Собираю все в один комок. Видно, что тесто еще полностью не вымесилось, поэтому слегка подпыляю коврик. Просеиваю столовую ложку с небольшой горкой. Вымешиваю до однородности. Но и на столе его долго не месите. Не давите его сильно. Складываю, слегка придавливаю, совсем не так, как дрожжевое. Песочное тесто надо замешивать нежно. Вся эта мука мне не понадобится. Я ее потом уберу в сторону и на ней буду разделывать тесто. Но вы смотрите по своему. Вот такое должно получиться тесто. Посмотрите, какое красивое, однородное, матовое, не блестит от жира. Значит, масло в нем не растаяло, и поэтому орешки получатся очень нежные. Прячу пакеты в таком виде, оставляю в холодильнике, но минимум на полчаса. Можно оставить и на час, и на дольше. Тесто станет немного плотнее, и работать с ним будет легче. Тесто пролежало в холодильнике 1 час. Заметно, что немного застыло. Отрезаю небольшими кусочками, подкатываю в жгутик. Можно без добавления муки. Смотрите, как оно хорошо себя ведет. И делю на небольшие порции весом примерно по 7 грамм. Но так как орешницы у всех разные, у меня орешки не самые маленькие. Вам может понадобиться тесто немного меньше. 6 или 6,5 грамм. Приспосабливайтесь к своей форме. Пока часть теста разделываю, оставшееся можно положить в холодильник, чтобы оно не согревалось. Снова нарезаю, потом подкатываю их в шарики и из шарика делаю овал, чтобы хорошо ложился в формочку. В это время на огне уже греется сковородка. Только 1 раз перед первыми орешками смазываю 2 половинки сковородки растительным маслом без запаха. Среднюю форму не смазываю, я вот эти вот круглые орешки не пеку. По этому же рецепту вы сможете замесить и шоколадное тесто, заменив часть муки на какао. Но можно сделать не только шоколадные орешки, а и мраморные, соединив 2 теста, шоколадное и белое. Если вам интересно, пишите в комментариях, я сниму и такое видео, шоколадные орешки, допустим, с кокосовой начинкой. И подпекаю их, часто переворачивая с одной стороны на другую. Иногда поднимаю сковородку, проверяю, как они там колируются. Сковородка маленькая, но очень удобная. Вот эти вот 2 половинки легко можно разъединить, если надо снять и подпекать только на одной. Аккуратно лопаткой снимаю на блюдо и раскладываю следующие. Так пеку все тесто. Сразу прижимаю секунд на 20, может быть 15. Подержу так плотненько и ставлю на огонь. И уже когда переворачиваю, вот эти вот ручки не сжимаю, чтобы тесто не деформировалось, насколько оно поднялось, пусть вот такие вот и остаются. И посмотрите, как они хорошо пекутся. Масло из них не вытекает, значит тесто замешано правильно. Не добавляйте растопленное масло, не согревайте его руками. Вот, придерживайтесь технологии, у вас получатся вот такие вот аккуратные половинки. Посмотрите, какие они красивые, желтенькие. Хотите более румяные, подпекайте дольше. Здесь уже по вашему вкусу. Ганаш простоял в холодильнике 5 часов. Посмотрите, какой он стал плотный. Взбить его сейчас будет сложно, поэтому оставляю при комнатной температуре где-то на 15-20 минут. Пусть немного согреется. Пока ганаш согревается, я подготовлю половинки. Подрезать их можно ножом, вот таким вот способом. Но лучше все-таки терочкой. Берите вот такую вот мелкую, такая как для цедры. Получается более аккуратно.
Терка не выхватывает края орешков, которые могут раскалываться под ножом. Поэтому, как для меня, вот этот способ лучше. Можно сесть, удобно устроиться и потихонечку их зачищать. Прошло время, ганаш стал немного мягче. Взбивая до посветления, можно орешки начинять и таким кремом, смешать с ореховой крошкой или песочной, которая осталась после очистки орешков. Получается вот такая вот пастообразная масса. Но я еще для сладости и для вкуса добавляю сгущенное молоко, вареное. На каждые 100 грамм ганаша 50 грамм сгущенки. Можете сами сварить или купить готовую. Все это пробиваю на самой маленькой скорости миксера. Долго не взбиваю, а только до полного соединения продуктов. Посмотрите, какой получается крем. Перемешиваю еще лопаткой, поднимаю все с донышка. Конечно, в холодильнике он станет немного плотнее, но не будет такой плотный, как ганаш без сгущенки. Заполняю кремом одни половинки полностью, а в другие немного меньше. В эти буду вкладывать орешек. У меня вот такие вот грецкие орехи, половинки. Я их подсушила в духовке, очистила. И теперь в эту половиночку, где меньше крема, и соединяю. Такой вот получается орешек. Вот эти вот шовчики, если выдавливается начинка, можно макнуть в крошку. Измельчить ее скалкой или блендером. Тесто нежное, песочное, оно легко измельчается и скалкой. Видите, как себя ведет начинка? Она не течет, даже сохраняется рисунок. При комнатной температуре, видите, орешки лежат, хорошо сохраняют свою форму, половинки не разъезжаются. В общем, начинка очень удачная и вкусная. Обязательно попробуйте. Вот столько получается орешков из этой порции. Я использовала всю начинку. Если хотите, чтобы она оставалась мягкой, то храните их при комнатной температуре. Если плотнее, то в холодильнике и, конечно, в закрытой таре. Попробуйте, как вам больше понравится. Орешки получаются вкусные. Тесто сначала нежно-песочное, а потом становится мягким, но все равно сохраняет свою песочность. Необычная начинка. Думаю, орешки вам понравятся. Кстати, это может быть особенным и вкусным подарком, который вы приготовите своими руками. Готовьте с удовольствием і приятного вам чаєпітія. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.